Здравствуйте. Как подключить электроплиту в случае, когда есть одна фаза, то есть 220 вольт? Если кабель для варочной панели имеет 3 жилы, а розетка рассчитана на трехштырьковую вилку, то подключить варочную плиту нужно по однофазной схеме, которая обязательно есть в паспорте варочной панели и на ее корпусе. Если длина кабеля позволяет, то лучше подключение электроплиты сделать без розетки и вилки. Так значительно надежней. Но если кабель, выходящий из стены, короткий, то можно подключить варочную плиту через силовую розетку с вилкой на ток 32 ампера. Обычная розетка и вилка рассчитаны на ток до 16 ампер и для варочной панели категорически не подходят. Они не способны выдержать такую мощную нагрузку, как электрическая плита. Напоминаю, что подключение электроплиты обязательно следует начинать с отключения электричества. Начнем подключение электрической плиты с провода защитного заземления. Он обычно желто-зеленый. На электроплите клемма заземления обозначена таким вот значком или надписью PE. Клемма заземления непосредственно соединяется с металлическим корпусом электроплиты. На вилке заземляющий штырь тоже имеет знак заземления и всегда немного длиннее, чем остальные штыри вилки. Далее, чтобы правильно подключить электроплиту, понадобится перемычка, идущая в комплекте с электроплитой. Ее устанавливаем так, как указано в схеме, а именно между клеммой номер 5 и клеммой номер 4. Если перемычки по какой-то причине нет, ее можно сделать из такого же провода, которым делаем подключение электроплиты. Теперь подключим нулевой провод синего цвета к клемме номер 5, обозначенной на схеме латинской буквой N. Можно его подключить к клемме номер 4, если так вам удобней. Оба эти варианта абсолютно равноценны. На вилке подключаем 0 к правому штырю, хотя принципиальной разницы нет, можно и к левому. Главное, не подключить его по ошибке к заземляющему штырю. Остался фазный провод, чтобы окончательно подключить электроплиту к электросети. Согласно схеме к клеммам 1, 2 и 3 подключаются две перемычки, такие же, как и при подключении нуля. При этом провод фазы, который принято делать коричневым, можно подключить к любой из этих трех клемм. Я установлю его на вторую клемму. На вилке подключаем фазный провод к оставшемуся штырю. Теперь можно с уверенностью сказать, что знаем, как подключить электроплиту на 220 вольт своими руками. Если видео вам понравилось, обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, следите за новыми видео и задавайте вопросы в комментариях. Спасибо, пока.